I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Глядя на фотографию этой пожилой седовласой женщины, похожей на миссис Клаус, с румяными щеками и обаятельной улыбкой, вряд ли можно было бы предположить, что это расчетливая убийца, одна из самых опасных женщин в Канаде, известная как «Черная вдова». 80-летняя Мелисса Энн Шепард хладнокровно пыталась убить всех своих супругов и партнеров. Ранние годы. Милли, как ее звали все знакомые, родилась в Бернт-Чорч, штат Нью-Брансвик, в 1935 году. Когда она была подростком, ее семья переехала в Онтарио. В 1955 году девушка впервые вышла замуж. Ее избранником стал фабричный рабочий Рассел Шепард. У них родилось 2 детей. По данным Вашингтон-Пост, Рассел был единственным мужем женщины, который не стал жертвой методичной и отработанной схемы. В период с 1970 по 1985 годы Мелисса была осуждена по ряду обвинений в мошенничестве, подлоге, выдаче себя за другое лицо в Торонто и Джорджтауне на острове Принца Эдуарда. Однако свои самые тяжкие преступления женщина совершила только после того, как ей исполнилось 55 лет. Со временем ее злодеяния становились все более пропитанными насилием, и в них стала проявляться определенная закономерность. Шепард начала преследовать пожилых мужчин, которые недавно овдовели, пытаясь завоевать их доверие и получить доступ к их сбережениям. Первая жертва. В 1988 году, живя на острове Принца Эдуарда, Милли познакомилась с вдовцом Гордоном Стюартом. Несмотря на то, что официальный развод с Расселом Шепардом женщина получила только в мае 1991 года, она вышла замуж за Стюарта в Ванкувере и Лас-Вегасе в 1990 году. Незадолго до Рождества 1990 года дезориентированный Гордон, у которого шла пена изо рта, был госпитализирован. Лабораторные тесты показали наличие большого количества бензодиазепина, психоактивного препарата, который врачи обычно назначают при бессоннице или тревоге. Злоупотребление может привести к передозировке, которая влечет за собой разные последствия, от глубокого сна до смерти. У Стюартов был довольно бурный брак, и они оба представляли друг для друга опасность, поэтому расследование не проводилось. В те годы бензодиазепин не вызвал подозрений, поэтому передозировку Гордона сочли несчастным случаем. В 1991 году Стюарт признал себя виновным в нападении на Милли и провел некоторое время в тюрьме. Однако уже в апреле супруги вместе переехали в Дартмут, Новая Шотландия. Их примирение продлилось недолго. 27 апреля 1991 года Милли Стюарт дважды сбила своего мужа на машине. О его смерти она сообщила лишь спустя несколько часов. Вскрытие показало смертельное количество бензодиазепина. Во время суда женщина сообщила, что Стюарт изнасиловал ее, и она сбила его, когда пыталась убежать и позвать на помощь. Прокуроры утверждали, что обвиняемая подсыпала в питье своего 44-летнего мужа транквилизаторы и медицинский спирт, из-за чего тот потерял сознание. Затем, согласно их версии событий, она наехала на него на своем «Шевроле Кавалер» на грунтовой дороге недалеко от международного аэропорта Галифакса. Мотивом прокуроры считали желание Мелиссы присвоить пенсионное пособие мужа. Адвокаты женщины утверждали, что наезд был случайностью и выставили Гордона Стюарта жестоким тираном, страдающим алкоголизмом. Мелисса дала показания, в которых говорила, что муж весь день заставлял ее ездить в машине, угрожая ножом, а затем подверг ее сексуальному насилию. Однако медицинский осмотр не выявил никаких доказательств насилия, а на одежде обвиняемой, которую она носила в день трагедии, не было грязи.
Судья сообщил присяжным, что если они считают, будто у женщины было намерение убить мужа, Стюарт должна была быть признана виновной в убийстве второй степени. Но если им кажется, что это был несчастный случай, то они должны признать ее вину в непредумышленном убийстве. Присяжные признали Мелиссу виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к 6 годам лишения свободы. В женской тюрьме в Кенсингтоне, Онтарио, Милли сформировала группу поддержки заключенных. Впоследствии на свободе это ее начинание получило продолжение в виде Project Another Chance – консультационной линии для женщин-заключенных. Из тюрьмы Стюарт вышла в 1994 году. Ее освободили досрочно за хорошее поведение. Мелисса ездила по стране, выступая с речами о своем опыте женщины, подвергшейся насилию, и говорила об убийствах в целях самообороны. Она получила правительственный грант, чтобы помогать женщинам, попавшим в нездоровые отношения. Во время своего пребывания на посту спикера Мелисса подала в суд на журналистку канадского издания газеты The Guardian Барб Маккенну за статью, в которой та поставила под сомнение высказывания Стюарт. Маккенна писала: «Она могла очаровать кору дерева. Еще один шанс на любовь». Со временем Милли обнаружила, что интернет дает ей фактически безграничные возможности для знакомства с пожилыми мужчинами, которых она может использовать в своих целях. В апреле 2000 года Мелисса написала Роберту Фридриху из Флориды, инженеру на пенсии и вдовцу. Она прикрепила к посланию свою фотографию и добавила, что верит, будто Бог хочет, чтобы они поженились. Мужчина был польщен и пригласил даму приехать к нему в гости в следующем месяце. Всего через 3 дня после знакомства они договорились пожениться. Свадьба состоялась в Дартмуте, Новая Шотландия, 23 июня 2000 года, и новоиспеченная супруга переехала к мужу во Флориду. В течение следующих 2 лет семья Роберта замечала, что его речь стала невнятной, а здоровье ухудшалось. В июле 2002 года один из его сыновей подал жалобу в службу по борьбе с насилием над пожилыми людьми, обвинив Милли в плохом обращении к Фридриху. Примерно в то же время Роберт переписал свое завещание, исключив из него сыновей и сделав Мелиссу единственной наследницей своего имущества. Роберт Фридрих умер от остановки сердца 16 декабря 2002 года. Вскрытие не проводилось. Женщина продолжала обналичивать чеки социального обеспечения, прежде чем вернулась на остров Принца Эдуарда в 2004 году. Позже семья Фридриха узнала о новых обстоятельствах, которые заставили членов семьи Роберта задуматься, не стала ли новоиспеченная жена причиной его смерти. Власти также относились к Мелиссе Фридрих с подозрением. Полиция обнаружила у женщины несколько рецептов на лоразепам и бензодиазепин быстрого действия. Шериф округа Манати во Флориде расследовал дело по обвинению Милли в мошенничестве с рецептами, но к концу 2004 года власти округа решили, что доказательств для предъявления обвинений недостаточно. К тому времени Министерство социального развития Канады начало собственное расследование возможной причастности Фридрих к мошенничеству в сфере страхования старости, утверждая, что женщина украла у правительства более $30 тысяч. Однако и это расследование ни к чему не привело, и дело было закрыто в 2009 году. Новая любовь и доход. В ноябре 2004 года Мелисса вернулась во Флориду, чтобы встретиться с Алексом Стратегасом, живущим в Питтсбурге, в Пинеллас-парке. Он был одним из нескольких мужчин, с которыми она переписывалась на сайте знакомств AmericanSinglesDating.com. «Мне было просто одиноко, и я решил, что это хороший шанс для меня найти кого-то. Я хотел встретить хорошую женщину и начать идеальную жизнь», — говорил Стратегас. После недолгой переписки Алекс и Милли решили встретиться. Женщина пришла на свидание домой к Стратегасу. Она произвела на мужчину сильное впечатление, он был буквально очарован канадкой, которую едва знал. Мелисса переехала в квартиру разведенного бухгалтера в вечер их первого свидания. В ту же ночь мужчина попал в больницу с травмой головы, и с этого момента началась серия несчастных случаев и ухудшения здоровья возлюбленного Милли. За время их недолгих отношений
преступлений, Алекс попадал в больницу в общей сложности 8 раз. Во время одного из них он передал ей доверенность на свое имущество. Позже она объяснила необходимость получения этого документа тем, что ей нужно было оплачивать счета за лечение мужа. Соседка Алекса, Доти Гиббонс, вспоминала один из визитов в больницу к стратегасу. Мелисса поцеловала мужа, сказала, что любит его, а затем подложила ему документы на подпись. «В тот день он выглядел таким несчастным», – рассказывала Гиббонс. «Я никогда не видела его таким, он всегда был очень веселым. Я подошла к кровати с другой стороны и спросила: «Как дела, Алекс?» Он ответил: «Они хотят, чтобы я отправился в дом престарелых». Позже стратегас предположил, что женщина могла подсыпать наркотик в его мороженое во время их первого совместного ужина, и после этого она каждый вечер подавала ему мороженое. Сын Алекса заметил, что в его анализах, которые он сдавал в январе 2005 года, присутствует бензодиазепин. Он знал, что врач его отца не прописывал Алексу подобный препарат. Когда его сын заметил, что со счетов отца пропали $18 тысяч, он позвонил в полицию. Они сразу же арестовали пожилую женщину. В марте того же года Мелисса признала свою вину в краже в крупном размере и подделке документов, за что получила 5 лет тюремного заключения. Отсидевшую срок женщину депортировали в Канаду в 2009 году. Она переехала в дом престарелых в Новой Шотландии, и со временем у нее началось еще больше неприятностей. Любовь, бензодиазепин и покушение на убийство. В доме престарелых женщина встретила свою очередную жертву – Фреда Уикса. Обоим в то время было под 70. Однажды Мелисса постучала в дверь комнаты Фреда и сказала ему, что ей одиноко. Мужчина испытывал те же эмоции. Он 1,5 года назад потерял жену, с которой прожил почти 50 лет. Он ходил в караоке и играл в крибедж, но все равно ощущал недостаток общения, поэтому обрадовался вниманию со стороны Милли. Пара поженилась 25 сентября 2012 года, всего через месяц после знакомства. Один из друзей Уикса отнесся к женщине с подозрением. Это был Джордж Мегени, мировой судья, который видел Мелиссу в документальном фильме на канале CBC о ее предполагаемых преступлениях под названием «Паутина вдовы». Мегени провел церемонию бракосочетания, о чем просил его Фред, но пытался подговорить полицейских перехватить пару на пути к парому, с которого должно было начаться их свадебное путешествие, и предупредить мужчину о проблемах его жены. Разумеется, полиция отказалась от подобного поручения. Молодожены отправились в медовый месяц в Ньюфаундленд. 28 сентября супруги зарегистрировались в гостевом доме Чемберс в Северном Сиднее, Новая Шотландия. При заселении Милли пожаловалась на неудобную переправу на пароме и сообщила, что ее муж плохо себя чувствует. Владелица отеля Шерил Чемберс позже рассказывала: «Мистер Уилкс выглядел не очень хорошо. Он казался очень изможденным, а его кожа имела зеленоватый оттенок. Миссис Уилкс, напротив, выглядела прекрасно. Она была бодра и одета в красивый красный костюм». Хозяйке гостиницы показалось, что она слышала, как ночью кто-то упал, но миссис Уилкс убедила ее, что все в порядке. На следующее утро Мелисса попросила сотрудников гостевого дома вызвать для Фреда скорую помощь, однако настояла на том, чтобы врачи прибыли позже, потому что она хотела закончить завтрак. Хозяйка гостиницы вызвала службу спасения и полицию. Парамедики нашли Уилкса на полу в его номере, который снимала пара. Мужчина был слаб и дезориентирован, его тут же госпитализировали. Мелисса вводила врачей и медсестер в заблуждение относительно состояния здоровья своего супруга. Также она сообщила им, что Уикс не имеет родственников, кроме нее, но на самом деле у него было 6 детей. Журналист из The Hamilton Spectator писал, что врачи обнаружили в его крови большое количество наркотических веществ. Как выяснилось позднее, Мелисса добавила в кофе мужа транквилизаторы. 30 сентября сын Уилкса позвонил в полицию и сообщил, что его мачеха утверждает, что Фред страдает слабоумием. Вместе со своей сестрой молодой человек подтвердил, что единственная проблема со здоровьем у их отца – это высокий уровень холестерина. В процессе расследования полиция выяснила, что Милли рассказывала соседям в пансионате для пожилых людей, что Уилкс бездетен, страдает слабоумием и хронической болезнью легких, а также что он пережил несколько сердечных приступов.
Во время обыска жилья молодоженов были найдены 144 таблетки лоразепама, небольшое количество темазепама, 3 пустых бутылки без этикеток, рецепты от 5 разных врачей и подозрительный контейнер с мороженым, который был отправлен на анализ. Позже Фред Уикс выяснил, что в их с Мелиссой свидетельстве о браке была ошибка, и это означало, что они на самом деле не женаты. Удивительно, но и на этот раз женщине удалось избежать сурового наказания. Обвинения против нее были уменьшены с покушения на убийство до применения ядовитого вещества. 2 года и 9 месяцев. Таков был приговор. «Люди, которые контактировали с этой женщиной, должны быть осторожны», – произнес судья Джозеф Кеннеди. «Я думаю, будет справедливым утверждение, что прошлое Мелиссы Шепард дает некоторое представление о ее будущем». В марте 2016 года женщина была освобождена из тюрьмы после отбытия назначенного ей наказания. Одна из ее предыдущих жертв, оставшихся в живых, была недовольна приговором. Алекс Стратегас сказал BBC: «Я не думаю, что ее следует освобождать. Я не знаю, что было на уме у судьи, когда он делал это. Какой она была, такой и осталась, она черная вдова. Некоторым парням лучше быть осторожными, это все, что я могу сказать». Стратегас, узнавший о том, что совершила его жена, переживал за состояние здоровья Уилкса и интересовался его состоянием. Он был рад узнать, что Фреда выписали из больницы. Сам Стратегас признавался, что после Мелиссы у него не было никаких отношений с женщинами. Вспоминая о романе с Шепард, мужчина говорил: «Произошло то, что произошло. Я благополучно выбрался из этого. Вот и все. Я пережил это». Бывший муж Милли, Фред Уилкс, сказал, что он обеспокоен ее освобождением. «Она слишком хорошая актриса, она долгое время водила меня за нос, рассказывая мне свои сказки. Все было выдумкой, все, что она мне говорила, оказалось ложью. Я бы не хотел, чтобы она пришла ко мне или моим друзьям». Старые привычки с трудом умирают. В рамках освобождения Шепард были поставлены строгие условия. Она должна была сообщать о любых отношениях, которые у нее возникают с мужчинами. Это условие было введено для того, чтобы власти могли предупредить новых избранников женщины о ее прошлом и опасности, которая их поджидает. Мелиссе запретили доступ в интернет и установили комендантский час. Если женщина изменит свою внешность, она должна уведомить об этом полицию, чтобы там сделали ее новые фотографии. Всего было выдвинуто 22 условия, которые она была обязана соблюдать в течение 2 лет. «Ни одно из этих условий не будет смягчено», – заявил прокурор Джеймс Джакомантонио. «Это максимум того, о чем мы могли просить, и мы будем контролировать ход соблюдения наших требований каждый день». Полиция Галифакса, Новая Шотландия, выпустила пресс-релиз, уведомляющий общественность о том, что Мелисса Шепард, особо опасная преступница, проживает в этом районе. Через месяц после того, как Мелисса была освобождена, она была замечена полицейским Галифакса за посещением интернета в местной библиотеке. В апреле ей были предъявлены 3 пункта обвинения в нарушении условий освобождения, включая эпизод в библиотеке. Причина, по которой мы осуществляем надзор за миссис Шепард, в том, что мы обеспокоены тем, что она не может контролировать свое поведение, заявил Джакомантонио перед судом. Мы должны поставить ей определенные рамки, чтобы защитить общественность и держать ее в узде. Однако в декабре 2016 года обвинения против женщины были сняты. Черная вдова интернета в массовой культуре. В 1994 году, после выхода из тюрьмы, Мелисса появилась в документальном фильме «Когда женщины убивают» и дала интервью Питеру Гзовски. В 2012 году женщина стала героем эпизода документального криминалистического сериала телеканала CBC под названием «Паутина вдовы». История преступлений Шепард была рассказана в американском документальном сериале «Смертельные женщины» канала Investigation Discovery в 11 серии 8 сезона. В 2017 году Мелисса стала героем эпизода документального сериала «Сеть лжи», который показал канал Investigation Discovery. Англо-канадский писатель, криминолог и ученый Ли Меллер включил историю Шепард в свою книгу «Убийцы с холодного севера. Канадские серийные убийства», которая была опубликована в 2012 году. В своей работе писатель утверждал, что Мелисса Шепард – единственный известный пример серийного убийцы типа «Черная вдова», действовавшего в Канаде.
Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему Мелиссе удавалось так легко входить в доверие к мужчинам? Дело в ее высоких манипулятивных способностях или умении выбирать жертву, человека, находящегося в уязвимом положении? Почему женщина, которая совершала такие зверства, включая отравление и убийство, никогда не попадала за решетку на длительный срок и получала минимальные сроки заключения? Свои догадки пишите в комментариях, ну а на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока!